Урок 1. Могу ли я сегодня рано уйти с работы? Могу ли я сегодня уйти с работы пораньше? Почему вы хотите уйти пораньше? Сегодня днем у меня назначена встреча с врачом. Это срочно. Да, это важно для моего здоровья. Хорошо, я понимаю. Ты выполнил свои дневные задания. Да, я все выполнил. Отлично. Тогда вы можете уйти пораньше. Спасибо. Я ценю это. Без проблем. Позаботьтесь о себе. Я так и сделаю. Увидимся завтра. Урок 2. Могу ли я использовать принтер в нашем офисе? Могу ли я использовать принтер в нашем офисе? Что нужно напечатать? У меня есть важный документ. Это срочно. Да, мне это нужно для встречи. Хорошо, используйте принтер. Спасибо. Я ценю это. Без проблем. Просто не забудьте пополнить бумагу, если у вас закончится. Конечно, я обязательно это сделаю. Хорошо. Дайте мне знать, если вам понадобится помощь. Сгодится. Еще раз спасибо. Добро пожаловать. Урок 3. Можете ли вы порекомендовать хороший план страхования путешествий? Можете ли вы порекомендовать хороший план страхования путешествий? Конечно, какое страховое покрытие вам нужно? Я собираюсь в поездку за границу и хочу получить полное страховое покрытие. Как долго вы будете путешествовать? 2 недели. Хорошо, я предлагаю изучить туристическую страховку XYZ. Они предлагают комплексные планы международных путешествий. Надежны ли они? Да, у них хорошая репутация и положительные отзывы. Что входит в их страховое покрытие? Сюда входят медицинские расходы, отмена или прерывание поездки, потеря багажа и неотложная помощь. Звучит великолепно. Сколько это стоит? Это зависит от покрытия и пункта назначения. Вы можете получить ценовое предложение онлайн. Хорошо, я их проверю. Спасибо за рекомендацию. Добро пожаловать. Желаем вам безопасного и приятного путешествия. Спасибо. Урок 4. Могу ли я иногда работать из дома? Могу ли я иногда работать из дома? В чем причина желания работать из дома? Я считаю, что это более удобно и продуктивно. Как часто вы хотите работать из дома? Может, 1 или 2 раза в неделю. Вы обсуждали это с нашим менеджером. Пока нет, сначала я хотела узнать твое мнение. Думаю, это стоит обсудить с нашим менеджером. Как вы думаете, они с радостью воспримут эту идею? Это зависит от характера вашей работы и политики компании. Я назначу встречу, чтобы обсудить это с нашим менеджером. Похоже, это хороший план. Удачи! Спасибо за ваш вклад. Я ценю это. Без проблем. Дайте мне знать, как все идет. Сгодится. Еще раз спасибо. Добро пожаловать. Урок 5. Могу ли я взять с собой питомца в самолет? Могу ли я взять с собой питомца в самолет? Это зависит от политики авиакомпании.
Вы знаете, разрешают ли им домашних животных? Некоторые авиакомпании это делают, но существуют ограничения. Какие ограничения? Обычно домашние животные должны находиться в переноске и соответствовать ограничениям по размеру и весу. Взимается ли дополнительная плата? Да, за домашнее животное обычно взимается плата. Могу ли я взять с собой в каюту своего питомца? Это зависит от размера вашего питомца и правил авиакомпании. Что делать, если мой питомец слишком велик для каюты? В этом случае им, возможно, придется путешествовать в грузовом отсеке. Безопасно ли перевозить домашних животных в грузовом отсеке? Авиакомпании принимают меры предосторожности для обеспечения своей безопасности, но существуют риски. Я свяжусь с авиакомпанией, прежде чем строить планы. Неплохая идея. Обязательно соберите всю необходимую информацию. Спасибо за помощь и совет. Добро пожаловать. Дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы. Сгодится. Еще раз спасибо. Без проблем. Урок 6. Могу ли я выключить свет, выходя из офиса? Могу ли я выключить свет, выходя из офиса? Есть ли другие люди, которые все еще работают? Нет, все ушли. Тогда можно выключить свет. Должен ли я выключить весь свет или только в нашем районе? Просто в нашем районе этого достаточно. Есть ли специальный переключатель, который мне следует использовать? Главный выключатель рядом с выходом должен помочь. А как же светильники для прихожей? Оставьте их включенными в целях безопасности. Понял. Я обязательно выключу наше освещение. Отлично, спасибо за внимание к энергосбережению. Добро пожаловать. Важно экономить электроэнергию. Абсолютно. Хорошего вечера. Ты тоже. Урок 7. Можете ли вы предложить способы экономии энергии в домашних условиях? Можете ли вы предложить способы экономии энергии дома? Конечно. Вот несколько идей. Пожалуйста, продолжайте. Выключайте свет, когда он не используется. Как насчет использования энергоэффективных лампочек? Да, это тоже неплохая идея. Какие-нибудь советы по снижению затрат на отопление и охлаждение? Используйте программируемый термостат и изолируйте свой дом. А как насчет бытовой техники? Есть предложение. Выбирайте энергоэффективные приборы и отключайте электронику, когда она не используется. Какими еще советами вы можете поделиться? Используйте естественный свет в течение дня и стирайте одежду в холодной воде. Это отличные предложения. Спасибо. Добро пожаловать. Небольшие изменения могут иметь большое значение. Я начну применять эти советы прямо сейчас. Отлично. Удачи в ваших усилиях по энергосбережению. Спасибо, Анна. Хорошего дня. Ты тоже, Джон. Урок 8. Могу ли я использовать служебный автомобиль для личного дела? Могу ли я использовать служебный автомобиль по личным делам? Какое личное поручение вам нужно выполнить? Мне нужно купить продукты. Это чрезвычайная ситуация или можно подождать? Можно подождать, но было бы удобно воспользоваться служебным автомобилем.
Вы ознакомились с политикой компании в отношении личного пользования автомобилем. Пока нет, сначала я хотела узнать твое мнение. Думаю, лучше всего следовать политике и использовать автомобиль только в деловых целях. Понимаю. Я приму альтернативные меры. Неплохая идея. Важно соблюдать политику компании. Спасибо за ваше руководство. Без проблем. Сообщите мне, если вам понадобится помощь. Сгодится. Еще раз спасибо. Добро пожаловать. Урок 9. Могу ли я поехать в другую страну, не зная языка? Могу ли я поехать в другую страну, не зная языка? Это может быть сложно, но возможно. Насколько сложно будет общаться? Это зависит от страны и наличия англоговорящих. Должен ли я выучить несколько основных фраз перед поездкой? Да, изучение нескольких ключевых фраз может быть полезно. Что если я потеряюсь или мне понадобится помощь? Вы можете использовать приложение для перевода или обратиться за помощью к местным жителям или туристическим информационным центрам. Ограничит ли мое восприятие, если я не буду говорить на этом языке? Это может ограничить некоторое взаимодействие, но все же есть много способов насладиться путешествиями. Есть ли другие советы по путешествию в чужую страну? Изучите местные обычаи и уважайте культуру. Это хороший совет. Я запомню об этом. Удачного путешествия и насладитесь приключениями. Спасибо, Анна. Я ценю ваш совет. Добро пожаловать. Безопасных путешествий. Урок 10. Могу ли я взять с собой велосипед в офис? Могу ли я взять свой велосипед в офис? Есть ли специально отведенное место для велосипедов? Да, рядом с офисным зданием есть стойка для велосипедов. Вы проверили офисную политику в отношении провоза велосипедов? Пока нет, сначала я хотела узнать твое мнение. Думаю, это разрешено, если это не вызывает неудобств или проблем с безопасностью. Я позабочусь о том, чтобы надежно запереть его. Это важно для предотвращения кражи. Просто следите за тем, чтобы другие тоже пользовались велосипедной стойкой. Конечно, я буду внимателен. Спасибо за ваш вклад. Добро пожаловать. Приятных вам поездок на велосипеде. Спасибо, Анна. Это отличный способ оставаться активным. Согласен. Удачного вам дня. Ты тоже. Урок 11. Могу ли я зарегистрироваться на рейс онлайн? Могу ли я зарегистрироваться на свой рейс онлайн? Да, большинство авиакомпаний предлагают онлайн-регистрацию. Когда я могу зарегистрироваться онлайн? Обычно вы можете зарегистрироваться за 24 часа до вылета. Нужно ли мне распечатывать посадочный талон? Не обязательно. Часто цифровую копию можно показать на телефоне. Есть ли преимущество онлайн-регистрации? Это поможет вам сэкономить время в аэропорту и позволит вам заранее выбрать место. Могу ли я зарегистрироваться онлайн, если у меня есть багаж для регистрации? Да, обычно вы можете зарегистрироваться онлайн, даже если у вас есть зарегистрированный багаж. Нужно ли прибывать в аэропорт раньше, если я зарегистрировался онлайн? По-прежнему рекомендуется приезжать пораньше, чтобы успеть на охрану и другие процедуры.
Хорошо, я зарегистрируюсь на рейс онлайн. Неплохая идея. Удачного вам путешествия. Спасибо, Анна. Я ценю твою помощь. Без проблем. Безопасных путешествий. Урок 12. Можете ли вы порекомендовать хорошую систему домашней безопасности? Можете ли вы порекомендовать хорошую систему домашней безопасности? Конечно. Вы ищете определенный тип системы безопасности. Мне нужно что-то надежное и простое в использовании. Рассматривали ли вы беспроводную систему безопасности? Звучит удобно. Есть ли конкретные бренды, которые вы рекомендуете? ADT и Ring – популярные и надежные бренды. На какие функции следует обратить внимание в системе домашней безопасности? Обратите внимание на такие функции, как датчики движения, видеонаблюдение и удаленный доступ. Как насчет профессиональных услуг мониторинга? Это хороший вариант для дополнительного спокойствия, но за него взимается ежемесячная плата. Как насчет установки? Могу ли я сделать это сам? Многие беспроводные системы предназначены для самостоятельной установки. Отлично. Я рассмотрю системы EDT и Ring. Спасибо за рекомендацию. Добро пожаловать! Оставайтесь в безопасности. Спасибо, Анна. Хорошего дня. Ты тоже, Джон. Урок 13. Могу ли я принести свой обед в офис? Могу ли я принести свой обед в офис? Да, вы можете привезти свой обед. Есть ли специально отведенное место для еды? У нас есть комната отдыха, где вы можете пообедать. Существуют ли ограничения на виды еды, которую я могу взять с собой? Лучше избегать сильно пахнущих продуктов из соображений уважения к окружающим. Должен ли я взять с собой посуду и контейнеры? Да, неплохо привезти с собой многоразовую посуду и контейнеры. Можно ли хранить обед в офисном холодильнике? Да, вы можете использовать холодильник, но обязательно маркируйте продукты. Как насчет разогрева моего обеда в офисе? У нас есть микроволновая печь, которой может пользоваться каждый. Это удобно. Спасибо за информацию. Добро пожаловать! Приятного домашнего обеда! Спасибо, Анна. Это полезнее и экономичнее. Согласен. Удачного вам дня! Ты тоже. Урок 14. Можете ли вы забронировать для меня рейс? Можешь забронировать мне билет? Нет, я не могу забронировать авиабилеты напрямую. Тогда вы можете помочь мне найти варианты перелета. Да, я могу помочь вам в этом. Какая информация вам нужна от меня? Мне понадобятся ваши аэропорты вылета и назначения, даты поездки и любые конкретные предпочтения. Я хочу вылететь из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на следующей неделе. Хорошо, я поищу рейсы с вылетом из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на следующей неделе. Есть ли конкретные авиакомпании, которые вы рекомендуете? Это зависит от ваших предпочтений и бюджета. Могу привести несколько популярных вариантов. Это было бы полезно. Спасибо за помощь. Добро пожаловать! Позвольте мне подобрать для вас лучшие варианты перелета. Не торопитесь. Я ценю твою помощь.
Я скоро свяжусь с вами с вариантами. Урок 15. Могу ли я покрасить стены своей квартиры? Могу ли я покрасить стены своей квартиры? Это зависит от вашего договора аренды. Существует ли конкретная политика в отношении живописи? Некоторые арендодатели разрешают это с разрешения, а другие нет. Должен ли я обратиться за разрешением к арендодателю? Да, лучше всего проконсультироваться с арендодателем, прежде чем вносить какие-либо изменения. Что делать, если я хочу персонализировать свое пространство? Вы можете рассмотреть временные варианты, такие как съемные обои или наклейки на стены. Есть ли ограничения по цветам или отделке? У некоторых арендодателей могут быть предпочтения или ограничения, поэтому важно уточнить. Нужно ли мне перекрашивать перед отъездом? Во многих случаях вам может потребоваться вернуть стенам их первоначальный цвет. В этом есть смысл. Я обращусь к арендодателю за разъяснениями. Неплохая идея. Всегда лучше иметь четкое общение. Спасибо за совет, Анна. Добро пожаловать. Надеюсь, в вашей квартире вы почувствуете себя как дома. Я тоже. Хорошего дня. Ты тоже, Джон. Урок 16. Можно ли поставить на стол небольшое растение в горшке? Можно мне поставить на стол небольшое растение в горшке? Это зависит от политики офиса в отношении личных вещей. Есть ли конкретные правила в отношении растений? В некоторых офисах это разрешено, а в других могут быть ограничения. Должен ли я обратиться за разрешением к своему руководителю? Да, лучше всего проконсультироваться со своим руководителем или отделом кадров. Есть ли преимущество в том, чтобы держать растения за моим столом? Растения могут улучшить качество воздуха и создать более приятную рабочую среду. Что если у меня нет зеленого пальца? Есть растения, не требующие особого ухода, за которыми легко ухаживать, например, суккуленты. Буду ли я отвечать за полив и уход за растением? Да, вы несете ответственность за уход за растением. Могу ли я выбрать любое растение для своего стола? Лучше всего выбрать растения, подходящие для использования в помещении. Я спрошу разрешения у своего руководителя и выберу установку, не требующую особого обслуживания. Похоже, это хороший план. Наслаждайтесь зеленью на своем столе. Спасибо, Анна. Я ценю ваш совет. Добро пожаловать. Удачного вам дня. Ты тоже. Урок 17. Можно ли использовать VPN для защиты домашней сети? Могу ли я использовать VPN для защиты домашней сети? Да, использование VPN может повысить безопасность вашей домашней сети. Как работает VPN? VPN шифрует ваше интернет-соединение, делая его более безопасным и конфиденциальным. Могу ли я использовать любой VPN-сервис? Для повышения безопасности важно выбрать надежного VPN-провайдера. Снизит ли использование VPN скорость моего интернета? Это может немного снизить скорость вашего интернета, но это зависит от VPN и вашего соединения. Есть ли какие-либо конкретные настройки, которые мне нужно настроить? Вам необходимо установить программное обеспечение приложений VPN и следовать инструкциям по настройке. Могу ли я использовать VPN на всех своих устройствах? Большинство VPN-провайдеров предлагают приложения, совместимые с разными устройствами.
Защитит ли VPN все мои действия в интернете? VPN может шифровать ваш интернет-трафик, обеспечивая защиту большинства онлайн-действий. Есть ли недостатки использования VPN? Некоторые веб-сайты или сервисы могут блокировать VPN-соединения, что может повлечь за собой оплату подписки. Я посмотрю на проверенных VPN-провайдеров для своей домашней сети. Неплохая идея. Оставайтесь в безопасности. Спасибо, Анна. Я ценю ваше руководство. Добро пожаловать. Хорошего дня. Ты тоже. Урок 18. Можно ли оставить ноутбук заряжаться на ночь? Могу ли я оставить ноутбук заряжаться на ночь? Как правило, ноутбук можно оставлять заряжаться на ночь. Есть ли риски? Риск перезарядки минимален, но большинство ноутбуков имеют встроенные средства защиты. Может ли оставление его включенным в розетку повлиять на срок службы батареи? Непрерывная зарядка может немного сократить общий срок службы батареи. Должен ли я отключать его от сети после полной зарядки? Рекомендуется отсоединить его от сети, как только оно достигнет 100%, чтобы предотвратить перезарядку. Могу ли я пользоваться ноутбуком, когда он подключен к розетке? Да, вы можете без проблем использовать ноутбук во время зарядки. Лучше ли использовать сетевой фильтр? Использование сетевого фильтра может обеспечить дополнительную защиту ноутбука. Что делать, если мне нужно оставить устройство заряжаться на длительный период? Если вам нужно оставить его заряжаться на долгое время, периодически отключайте и разряжайте аккумулятор. Я буду следить за тем, как заряжать свой ноутбук. Спасибо за совет. Добро пожаловать! Позаботьтесь о своем ноутбуке и наслаждайтесь им. Спасибо, Анна. Хорошего дня. Урок 19. Можно ли безопасно использовать общедоступную сеть Wi-Fi? Могу ли я безопасно использовать общедоступную сеть Wi-Fi? Общественные сети Wi-Fi могут быть опасными, но есть меры предосторожности, которые вы можете принять. Каковы риски использования общедоступного Wi-Fi? Хакеры могут перехватить ваши данные и получить доступ к конфиденциальной информации. Как защитить свои данные в общедоступном Wi-Fi? Использование виртуальной частной сети VPN может зашифровать соединения и повысить безопасность. Есть ли другие меры предосторожности, которые мне следует принять? Избегайте доступа к конфиденциальной информации или совершения финансовых транзакций через общедоступный Wi-Fi. Могу ли я доверять всем общедоступным сетям Wi-Fi? Лучше всего использовать надежные сети от авторитетных заведений. Что делать, если у меня нет доступа к VPN? Для более безопасного соединения можно использовать мобильные данные или персональную точку доступа. Есть ли признаки небезопасной сети Wi-Fi? Если имя сети выглядит подозрительно или не содержит пароля, лучше избегать его. Я буду осторожен при использовании публичного Wi-Fi и подумаю об использовании VPN. Это разумный подход. Обеспечьте безопасность и защитите свои данные. Спасибо, Анна. Я ценю ваш совет. Добро пожаловать! Хорошего дня! Ты тоже. Урок 20. Могу ли я принести свою кружку в офисную кофемашину? Могу ли я принести свою кружку в офисную кофемашину? Да, вы можете взять с собой собственную кружку, чтобы использовать ее с офисной кофемашиной. Разрешены ли кружки определенного размера или типа?
Если она помещается под кофемашину, вы можете использовать любую кружку, какую захотите. Стоит ли стирать кружку самостоятельно? Да, вы несете ответственность за мытье собственной кружки после использования. Могу ли я использовать офисную посудомоечную машину для своей кружки? В некоторых офисах есть посудомоечная машина для кружек, но лучше проконсультироваться с коллегами или в офисных инструкциях. Есть ли ограничения на использование личных кружек? Важно быть внимательным и не использовать чужие кружки без разрешения. Можно ли взять с собой кружку для путешествий с крышкой? Да, дорожная кружка с крышкой может стать удобным выбором для офиса. Сэкономит ли использование моей собственной кружки на бумажных стаканчиках? Да, использование собственной кружки помогает уменьшить количество отходов от одноразовых стаканчиков. Отлично. Я принесу в офис свою любимую кружку. Наслаждайтесь кофе в собственной кружке. Это добавляет индивидуальности. Спасибо, Анна. Я ценю твою поддержку. Добро пожаловать. Удачного вам дня. Ты тоже. Урок 21. Какая твоя любимая комната в доме? Какая твоя любимая комната в доме? Моя любимая комната — гостиная. Что тебе нравится в гостиной? Мне нравится уютная атмосфера и удобные кресла. Вы проводите там много времени. Да, я много времени провожу, отдыхая и просматривая телевизор в гостиной. Есть ли какая-то особая функция, которая делает ее вашей любимой? Большие окна, пропускающие естественный свет, моя любимая особенность. Есть ли у вас особые украшения в гостиной? У меня на стенах висят произведения искусства и семейные фотографии. Это место, где вы принимаете гостей. Да, в гостиной я принимаю гостей и провожу встречи. Какая твоя вторая любимая комната в доме? Моя вторая любимая комната — кухня. Что тебе нравится на кухне? Мне нравится готовить и пробовать новые рецепты на кухне. У вас есть любимая кухонная техника? Больше всего мне нравится мой блендер и кофеварка. Есть ли на кухне какое-нибудь конкретное блюдо, которое вы любите готовить? Мне нравится печь домашнее печенье на кухне. Ваша гостиная и кухня прекрасно звучат. Спасибо, Джон. Я благодарна за эти места в моем доме. Было приятно узнать о ваших любимых комнатах. Кроме того, всегда интересно узнать о предпочтениях других. Хорошего дня, Анна. Ты тоже, Джон. Урок 22. Как расслабиться после долгого дня? Как расслабиться после долгого дня? Мне нравится читать книгу или смотреть фильм. У вас есть любимый жанр книг или фильмов? Мне нравится читать детективные романы и смотреть комедии. Какие-нибудь конкретные рекомендации по книгам или фильмам? «Унесенная девушка» — отличный триллер, а «Мальчишник» — забавный фильм. А как насчет других способов расслабиться? Прогулка или занятия йогой помогают мне расслабиться. Есть ли у вас хобби, которые помогают расслабиться? Мне нравится рисовать и играть на пианино в качестве хобби. Есть ли какая-то конкретная картина или песня, которая вам нравится? Мне нравится рисовать пейзажи и играть классическую музыку на пианино.
Звучит умиротворяюще. Есть ли другие способы расслабиться? Слушание успокаивающей музыки или принятие теплой ванны также помогают мне расслабиться. Это отличные предложения. Я тоже их попробую. Надеюсь, они вам подойдут. Расслабление очень важно. Спасибо, Анна. Я ценю ваш совет. Добро пожаловать. Спокойного вечера. Ты тоже, Анна. Урок 23. Вам нравится устраивать встречи у себя дома? Вам нравится устраивать встречи у себя дома? Да, мне нравится приглашать друзей на игровые вечера. В какие игры ты обычно играешь? Нам нравится играть в настольные и карточные игры, такие как Uno и Monopoly. Как часто вы проводите эти игровые вечера? Мы стараемся делать это 1-2 раза в месяц. Предоставляете ли вы своим гостям закуски или напитки? Да, я обычно готовлю закуски и напитки для всех. Есть ли максимальное количество гостей, которые вы можете разместить? У нас достаточно места для 6-8 человек. У вас есть любимая игра, в которую вы всегда играете? Кодовые имена — одно из наших любимых, в которое мы часто играем. Вам нравится процесс планирования и подготовки? Да, мне интересно планировать и готовиться к этим встречам. Как создать уютную атмосферу? Я слежу за тем, чтобы в помещении было чисто и уютно, звучит фоновая музыка. Есть ли у вас другие занятия, кроме игр? Иногда мы также смотрим фильмы или устраиваем караоке-сеансы. Звучит очень весело. Когда-нибудь мне стоит присоединиться к одному из твоих игровых вечеров. Это было бы здорово. Мы всегда рады вам присоединиться к нам. Спасибо, Анна. Я ценю приглашение. Добро пожаловать. Жду с нетерпением. Хорошего дня. Урок 24. Может ли этот рецепт торта быть проще? Может ли этот рецепт торта быть проще? Да, упростите процедуру, используя меньше ингредиентов. Какие ингредиенты можно исключить? Вы можете попробовать исключить ненужные ароматизаторы или начинки. Будет ли оно по-прежнему вкусным с меньшим количеством ингредиентов? Возможно, у него более простой вкусовой профиль, но он все же может быть вкусным. А как насчет текстуры торта? Текстура может быть слегка изменена, но она все равно должна доставлять удовольствие. Есть ли какие-либо конкретные ингредиенты, которые необходимы? Основные ингредиенты, такие как мука, сахар, яйца и разрыхлители, необходимы. Можно ли уменьшить количество сахара или жира? Вы можете поэкспериментировать с уменьшением сахара или использованием более здоровых альтернатив. Изменится ли время выпечки или температура? Лучше всего следовать инструкциям оригинального рецепта по времени и температуре выпечки. Какие-нибудь советы по упрощению этапов подготовки? При наличии можно найти альтернативные методы или сочетания клавиш. Я попробую и упрощу рецепт. Спасибо, Анна. Добро пожаловать, Джон. Приятной выпечки. Хорошего дня. Урок 25. Можете ли вы поверить, как быстро летит время? Можете ли вы поверить, как быстро летит время? Да, удивительно, как быстро оно проходит.
Такое ощущение, что только вчера было начало года. Кажется, что с возрастом время ускоряется. Жаль, что иногда мы не можем ее замедлить. К сожалению, время никого не ждет. Важно использовать каждый момент по максимуму. Безусловно, дорожить подарком очень важно. Есть ли у вас какие-либо стратегии эффективного управления временем? Приоритизация задач и постановка целей могут помочь. Также важно найти баланс между работой и отдыхом. Да, поддержание здорового баланса между работой и личной жизнью имеет решающее значение. Время, безусловно, напоминает нам о необходимости ценить жизнь. Действительно, это постоянное напоминание о скоротечной природе жизни. Давайте с пользой проведем время и создадим незабываемые воспоминания. У меня прекрасный склад ума, Джон. Спасибо, Анна. Удачного вам дня. Урок 26. Не могли бы вы передать послание Джону? Не могли бы вы передать сообщение Джону? Конечно, я передам ему сообщение. В чем суть сообщения? Кто-то позвонил и хочет поговорить с вами. Они оставили имя или какие-либо подробности? Они не оставили имени, но сказали, что это важно. Можете ли вы сообщить им, что я им перезвоню? Конечно, я сообщу им, что вы перезвоните. Спасибо, Анна. Я ценю твою помощь. Добро пожаловать, Джон. Рад помочь. Хорошего дня. Урок 27. Как сделать домашнее рабочее пространство удобным? Как сделать домашнее рабочее пространство удобным? У меня есть кресло-подушка и хорошее освещение рабочего места. Какое у тебя кресло-подушка? У меня эргономичное кресло с мягкой обивкой. Обеспечивает ли он хорошую поддержку вашей спины? Да, это помогает поддерживать хорошую осанку и уменьшает дискомфорт. Как насчет освещения на вашем рабочем месте? У меня есть настольная лампа, которая обеспечивает яркий регулируемый свет. Важен ли для вас естественный свет? Да, я стараюсь разместить свое рабочее место рядом с окном для естественного освещения. Есть ли другие элементы, которые способствуют вашему комфорту? У меня есть небольшое растение и несколько личных вещей для создания приятной атмосферы. Есть ли у вас какие-либо советы по созданию удобного рабочего пространства? Отдайте предпочтение эргономике, обеспечьте хорошее освещение и добавьте индивидуальности. Я рассмотрю эти советы для своего рабочего пространства. Спасибо, Анна. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, они помогут вам создать комфортное пространство. Удачного вам дня. Урок 28. Как вы предпочитаете развлекаться дома? Как вы предпочитаете развлекаться дома? В свободное время мне нравится играть в видеоигры. Какие видеоигры тебе нравятся? Мне нравятся разные жанры, включая экшн, приключенческие игры и головоломки. У тебя есть любимая игра? Легенда о Зельде, Дыхание дикой природы — одна из моих любимых. Вы играете на консоли или компьютере? Я предпочитаю играть на такой консоли, как Nintendo Switch. Как часто вы играете в видеоигры? Я играю несколько раз в неделю, обычно по вечерам или по выходным. Есть ли другие способы развлечься дома?
Мне также нравится читать книги и смотреть фильмы или сериалы. У вас есть любимые жанры книг или фильмов? Мне нравятся книги в жанре фэнтези и детективы, мне нравится смотреть научно-фантастические и комедийные фильмы. Похоже, у тебя хорошее сочетание увлечений. Да, мне нравится проводить различные мероприятия, чтобы развлечь меня. Отлично. Я тоже попробую поиграть в видеоигры для развлечения. Надеюсь, вам понравится. Это может быть интересный способ расслабиться и повеселиться. Спасибо, Анна. Хорошего дня. Урок 29. Как вы готовитесь к экзаменам? Как вы готовитесь к экзаменам? Я просматриваю свои заметки и составляю сводные таблицы. Вы читаете все свои заметки. Я расскажу о важных моментах и ключевых понятиях. Как вы создаете сводные таблицы? Я объединяю информацию в краткие и организованные заметки. Используете ли вы другие методы обучения? Я также делаю карточки, чтобы узнать о важных фактах. Вы учитесь в одиночку или с другими? Я предпочитаю учиться в одиночку, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы. Как вы распоряжаетесь учебным временем? Я составляю учебный график и разбиваю его на удобные части. Делаете ли вы перерывы во время учебы? Да, я делаю короткие перерывы, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией. Есть ли советы, как сосредоточиться во время учебных занятий? Я считаю, что полезно избавиться от отвлекающих факторов и найти спокойную обстановку. Как насчет рецензирования ближе к дате экзамена? Я выделяю время на доработку в последнюю минуту и пробные тесты. Влияет ли хороший ночной сон на вашу подготовку? Да, достаточное количество сна помогает мне лучше сохранять информацию. Спасибо, Анна. Я попробую применить некоторые из ваших методов обучения. Добро пожаловать, Джон. Удачи вам на экзаменах. Удачного дня! Ты тоже, Джон. Учись хорошо. Урок 30. Участвуете ли вы в каких-либо школьных клубах? Вы участвуете в каких-либо школьных клубах? Да, я член арт-клуба. Какими видами деятельности занимается арт-клуб? Мы организуем художественные мастер-классы и выставки. Есть ли у вас конкретные роли в клубе? Я отвечаю за продвижение наших мероприятий. Как часто встречается арт-клуб? Мы встречаемся раз в неделю после школы. Есть ли другие клубы, в которые вы хотели бы вступить? Я подумываю о вступлении в клуб фотографов. Что привлекает вас в фотоклубе? Мне нравится снимать моменты и изучать разные точки зрения. Есть ли другие клубы, которые вам интересны? Меня также интересует экологический клуб и дискуссионный клуб. Здорово, что вы изучаете разные варианты. Да, я хочу расширить свой кругозор и попробовать что-то новое. Удачи в вашей текущей и будущей клубной деятельности. Спасибо, Джон. Я очень рад быть частью этих клубов. Хорошего дня! Ты тоже, Джон. Береги себя.